Архыз. Что кроется за этим названием? В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде главного Кавказского хребта. С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Одни из них не спешат. Синими глазами озер они долго рассматривают изломанный мир диких скал. Другие, нетерпеливые, сразу повисают в ущелье звенящими водопадами. Когда-то именно здесь, на вершине горы София, любили отдыхать древние божества во главе с самым могущественным богом Тейри. Бог земли и гор украсил купол вершины сияющим ледяным панцирем. Бог леса насадил вокруг горы тенистые пихты, луговые цветы и рассыпал по склонам ягоды. А покровитель овец и коз развел во всех долинах бесчисленные стада. Но не сразу заметили боги, что нет с ними одного из самых могущественных повелителей – бога молний Эпли. Давно спорили Эпли и Тейри, долго не могли они поделить власть над миром. И вот теперь решил Эпли, что настал его час. Стремительно спустился он к вершине горы на своей черной туче. Долго шла битва. Наконец всесильный Тейри могучим ударом сбросил недруга с горы. Побежденный Эпли в злобе стал разбрасывать вокруг себя небесный огонь. И тогда взмолился покровитель леса: «Спаси мои деревья и травы, могучий Тейри, не дай погибнуть беззащитным зверям и птицам». Услышал его Тейри и приказал солнцу растопить ледяной панцирь, лежащий на вершине горы. Жаркие лучи быстро разогрели лед, хлынули с отвесных стен светлые струи водопадов, ринулись в долину и быстро усмирили огонь. С тех пор эти водопады шумят над Софийской долиной, сохраняя жизнь деревьям и травам, растущим на ее каменистых берегах. Боги и духи гор берегли свои края, с любовью и заботой хранили их красоту. Но пришел человек. Красивая легенда осталась в прошлом, и сказка стала былью. Видишь, хозяин территории сказал: просто кидайте в яму. Наша задача сделать первый шаг, потому что с первых шагов начинается светлое будущее. Планета одна, и горы у нас общие. Нам не важно, Архыз это Донбай. Просто сегодня мы в Архызе. Пойдемте, я покажу вам самое страшное место. Из 90 стран на данный момент объединяются простые люди, не экологи, для того, чтобы убирать планету в свободное от работы время. Вот акции однодневные проходят во многих странах. У нас проект расширился до того, что уборки под эгидой «Сделаем» проходят очень часто в разных регионах России. Отчасти, наверное, нашу уборку тоже можно отнести к этой гражданской акции. Тут есть местная особенность. В свалке ходят коровы. Это значительно усложняет процесс сбора мусора. В свалке находятся остатки жизнедеятельности еще и коров. Там ужасно. Да ну? Единственное, что греет мое сердце, что вот этой свалки не будет. Но там действительно вообще пахнет очень сильно. Но просто передергивает. Это ужасно. Такое впечатление, что у здешних туристов отсутствует напрочь экологическое сознание. Но так задор у нас чувствуется. Процесс идет прямо на глазах. Наверное, эту схему составили выжившие солдаты. Люди приходят сюда, чтобы поминать погибших. И мусорят зачем-то. Это же ведь невозможно. Угу. Это же неправильно. Тут столько памяти. Столько всего они берут и вот просто нагло сменячат.
Здравствуйте, я веду прямой репортаж из мира Архиза. Мы видим, как ребята подписались помочь. Здесь, судя по нашим данным, находится древний город Карфаген. Осталось совсем недолго, и мы буквально докопаемся до него. Вот уже виднеются чьи-то ноги, видимо, это Александр Македонский. Сейчас. Будьте осторожны, ребят, не рассыпьте экспонаты. Вот 2000 лет. Так что вот так, ну, ребята, молодцы, что подписались. — 15 минут, и мусора нет. Но было бы лучше, если бы его вообще не было. Но любой человек, как бы необдуманно он себя не вел по отношению к окружающей среде, хочет дышать свежим воздухом, пить чистую воду. Он стремится к общению с природой, ждет от нее чудес, успокоения, вдохновения. И нам стало любопытно, а смогли бы мы сами, так активно занимающиеся проблемой загрязнения планеты, быть экологичными в горах? Да, то есть идешь ты по маршруту. Что можно сделать так, чтобы не бросить окурок на землю? Съесть карман, курить до конца. Настоящий турист использует многоразовую и биоразлагаемую посуду. И еще очень интересная вещь. Настоящий турист моющие средства используют вдали от водоема. Наша с вами задача попробовать соблюсти все вот эти правила. И мы решили проверить это в походе. Поехали! Поехала, да? Вот началось. В непростых условиях, где нет мусорных контейнеров, где никто не придет и не уберет. Я боюсь, что у меня не останется сил, кроме того, как тащить на себе тяжелый рюкзак. Ты еще взбираешься на гору высоко очень. Тебе тяжело, там могут быть скользкие дороги. Камни в тебя летят. И как тут еще можно думать о мусоре? В начале лета мне очень хотелось поехать в горы, именно на Кавказ. Сижу я дома ВКонтакте, пост такой, что собирается лагерь и что много очень девушек. Я на это клюнул. А почему бы и нет, собственно говоря? Легкий трепет присутствует в пределах разумного. Я не знаю пока что в результате получится, но я думаю, что получится все здорово. Так? Получится ли у нас пройти маршрут, не оставив за собой следов человеческого присутствия, очищая от мусора горы, а заодно и свои души и мысли? Вот поляна Тулу, дальше мы поперли вот сюда. Вот река София, и вот тут Софийский водопад. Какая прелесть. Пластик много любила пробовать. Тут мешок набирается, это еще мы только начали. Нужно как-то возрождать нравственность, поднимать. Я думаю, что в принципе, по большому счету, тенденция к этому есть, и это сейчас происходит. Насколько я знаю, пластик не разлагается. Пока что не нашли ни одну микроб, я не знаю, бактерию, которая бы его разложила до состояния воды и СО2. Соответственно, его опасность в том, что его очень много, и чем дальше, тем все больше и больше. Единственный выход борьбы с пластиком, это минимизировать его использование, конечно же. Там вместо пластиковых пакетов, это бумажные пакеты, либо многоразовые тканевые сумки. Ну а если уже произведенный пластик, то это переработка. Очень странно, что люди своими привычками насорят окружающую среду. Кавказу первый раз, я в караване играю джаз. Как вам вообще наша компания? Ваша волк. Все мы, не сговариваясь, пришли к одной простой мысли. Человеку для жизни надо совсем немного. Караджаш, это мы вчера прошли? Да. Вот Караджаш. Вот он, вот здесь. А вон Ирхиз. Забравшись на перевал высотой 2900, в ледяной дождь и ветер, с тяжелыми рюкзаками и почти без сил,
Мы нуждались только лишь в миске горячего супа и сухом спальнике. Состояние группы бодрое, всем удачи. Утюг по походному. Ставим суп на горелочку. Нагреваем до температуры 100 градусов. И переносим его на мокрую одежду. И начинаем гладить. Но пар от футболки идет. Ну, здесь уже сухо практически. Ништяк. Все работает. Стало наглядно понятно, что множество вещей, которые мы используем в нашем быту, не задумываясь, которые потом также не задумываясь выкидываем на свалки, в действительности являются не такими уж необходимыми. А по-настоящему нужны были руки, взгляды, слова и веселые песни. И песни, на самом деле, они не только строить и жить помогают, они помогают еще шагать, когда у тебя хлюпается вообще со всех щелей просто. Мы вчера сняли со стоянки с высоты где-то 2500, дошли до реки, она сильно разлилась. Я вчера чуть не утонула, это было очень весело. Чувствовала нашу поддержку? Мы явно были не подготовлены. Мне в одно мгновение показалось, что то, чем мы занимаемся, это небезопасно для жизни. Архыз. Куда ни посмотри, все здесь манит захватывающими красками сказочных пейзажей. Величественные снежные очертания гор. Пробираешься сквозь пихтовые и сосновые вечнозеленые леса, и голова кружится от горного воздуха. В принципе, горы очень чистые. Вот, они показали, как они могут чиститься без нас проливными дождями. Вот. Может быть, мы в какой-то степени даже лишние в этом мероприятии. Ну, в принципе, да, природа, она сильная, она со многим справится, но с пластиком ей не справится. Мусор я могу собрать и в Петербурге, мне уже его неинтересно собирать, потому что мне интересно, чтобы люди сами осознанно подходили к тому, что они делают. Организация должна быть более такой серьезной, потому что то же самое сжигание мусора, да, чем мы вот сейчас там занимаемся, это тоже не есть хорошо. И какой вред больше от того, что мы сжигаем, или от того, что оно будет валяться там, 1000 или миллионы лет и разлагаться, ну, пытаться разложиться, особенно как пластик, это вообще неизвестно. Но когда смотришь на убегающие вдаль, извивающиеся бурные горные реки с голубовато-зеленой чистейшей водой, то понимаешь, что духи и боги этого края все же ушли не так далеко. А сейчас мы вот здесь, да? بغرازري تركوجان يا حكم نفاذري